В Турции самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и чуть не упал в море. Самолет турецкого лоукостера Pegasus Airlines вечером в январе 2018 года при посадке в аэропорту Трабзон, Турция, находящемся на берегу Черного моря, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, оказавшись на склоне побережья моря, едва не рухнул в воду, вызвав панику среди пассажиров, с которой экипаж никак не мог справиться. Инцидент произошел с лайнером Boeing 737-800. Он выполнял рейс по маршруту Анкара-Трабзон. Известно, что на борту воздушного судна находились 162 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал. Все они были успешно эвакуированы. В аэропорту Стамбула при посадке разбился пассажирский самолет. Погодные условия стали причиной неудачной посадки самолета. В феврале 2020 года из-за жесткой посадки пассажирского самолета Pegasus Airlines рейсом из Измира в международном аэропорту Стамбула Сабихи Гекчен разорвало на 3 части, и он загорелся. Сразу после аварии на место происшествия были направлены пожарные и машины скорой помощи. Пассажиры были эвакуированы через бреши фюзеляжа. Получили травмы 52 человека, они госпитализированы. Министр транспорта Турции заявил, что погибших нет. Самолет вылетел из города Измир в Западной Турции. На его борту было 177 человек, в том числе 6 членов экипажа. При посадке лайнер врезался во взлетно-посадочную полосу, распался на части и загорелся. Он приземлялся под проливным дождем. По словам министра транспорта Джахита Турхана, авария произошла из-за жесткой посадки. Аэропорт был временно закрыт для воздушного движения. Отмечается, что в день происшествия наблюдались сложные погодные условия, сильный юго-западный ветер и дождь. В августе 2016 года в Дубае сгорел Boeing 777 авиакомпании Emirates. В международном аэропорту Дубая при аварийной посадке загорелся широкофюзеляжный самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates. Воздушное судно полностью сгорело. По сведениям дубайского аэропорта, инцидент к жертвам не привел. На борту было 300 человек, 282 пассажира и 18 членов экипажа. По предварительным данным, снизившись для посадки, экипаж решил увести самолет на второй круг, однако сделать этого не удалось. Воздушное судно приземлилось на фюзеляж. Было ли у него выпущено шасси, неизвестно. Дубайская авиакомпания эксплуатирует 156 самолетов Boeing 777. Emirates – крупнейший оператор этого типа воздушного судна в мире. Как следует из базы данных Aviation Safety, до сих пор на счету Emirates был лишь один инцидент. В 2009 году самолет Airbus A340 повредил хвостовую часть при взлете из аэропорта Мельбурна. Инцидент обошелся без жертв, самолет позже восстановили. Неудачная посадка самолета во время шторма в Сочи. Пожар, разрушение, 18 пострадавших. В Сочи при посадке загорелся Boeing 737, летевший из Москвы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета Boeing 737 авиакомпании «Атавайр» в аэропорту Сочи. Лайнер, прибывший в Сочи из Москвы в ночь на 1 сентября 2018 года, при посадке выкатился со взлетно-посадочной полосы в русло реки. В результате у него загорелись оба крыла и левый двигатель, разрушилось шасси, была повреждена носовая часть. На борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пострадали 18 пассажиров, включая 3 детей. Одному взрослому и 2 детям потребовалась госпитализация. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Возможно, пожар начался из-за молнии, попавшей в двигатель. Состояние здоровья 2 пилотов и 4 человек кабинного экипажа удовлетворительное.
Пострадавшие получили в основном ссадины и ушибы. Неудачные посадки самолетов. Несчастные счастливые авиапассажиры. Самолет не долетел, упал, но они, натерпевшись страху, таки выжили. Прилетевший из Майами самолет неудачно приземлился на Ямайке. Говорят, сильнейший ливень помешал посадке. Самолет проскользил по полосе и остановился на берегу Карибского моря. От носа до кромки воды оставалось меньше 10 футов, 3 метра. Из 150 пассажиров 44 с переломами развезли по больницам, 4 из них тяжелые. В Индии самолет компании Air India при посадке выкатился с взлетно-посадочной полосы. Потерпевший крушение в индийском городе Кожикоде в штате Керала, самолет Boeing 737 совершал посадку во время дождя. Упал со склона и разломился на две части. Рейс AXP 1344, летевший из Дубая в Кожикоде, в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов, более 10 метров, а после разбился на две части. Самолет Boeing 737 индийской авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку 7 августа в аэропорту индийского города Кожикоде. Более 120 человек пострадали. Всего на борту воздушного судна было 190 человек, в том числе 10 детей. Самолет выполнял рейс по возвращению в Индию застрявших за границей граждан страны. В феврале 2020 года в аэропорту Усинской республики Коми в России самолет с пассажирами упал на брюхо. На борту самолета находилось 94 человека. Командир экипажа Boeing 737, который совершил жесткую посадку в России из-за сломанных шасси, рассказал о возможных причинах аварии. В сильный шквал ветра мы попали прямо на посадке. Минимизировали потери, вот и все в двух словах. Вот стойки шасси сложились от удара ветра. Нет видимости, порывы ветра до 20 метров. Это случилось уже перед самым приземлением. Стихия нас, видимо, пересилила, прокомментировал причины аварии командир экипажа Владимир Котомин. Во время неудачной посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. Лайнер приземлился на брюхо из-за сломанных шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров пришлось спускать по надувным трапам. По данным генерального директора Комавиатранса Алексея Фисенко, пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет.